Здравствуйте. Вовочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Иностранцем. Избранный советский политический анекдот. Смысла в нем было несколько. При советской власти общим рефреном двух столиц было «пора валить». Тогда еще не заходили столь далеко, чтобы уточнять «кого». В те годы это означало «куда». С этим заканчивали школу, учились в институте, писали дипломы, защищали кандидатские, обсуждали на кухне, и общим рефреном было понимание, что пора бежать за границу. И в этом смысле становиться иностранцем. Второй смысл означал привилегированное положение иностранцев в СССР. Перед иностранцем присмыкались, завидовали, ненавидели, распахивали любые двери. Иностранец котировался выше генерала на свадьбе и означал мероприятие по высшему разряду. Чтобы хорошо жить в СССР, было достаточно стать иностранцем. Это гарантировало автоматический доступ к дефициту, благам, свободный вход в магазин «Березка». И совсем глубинный смысл. В России со времен Петра I все заграничное котировалось выше отечественного. Русский дворянин считался максимально родовитым, если его генеалогия шла от иностранца. Березины, Скобелевы, Оболенские уступали Фанвизиным, Лермонтовым, Барклаям. У магазина «Рыляночка» заведомо проигрышная позиция на фоне магазина «Билла». Кафе «Липка» безоговорочно проигрывает «Макдональдсу». «Жигули» никогда не переиграет «Фиат». В том числе поэтому в столицах модно говорить на рунглише, используя заграничные слова, чтобы менеджер вместо продавца, security вместо сторожа, офис вместо конторы. Из-за войны, обескураженно оставшись без привычной заграницы, имитируя счастье во все лицо при отсутствии стоматологии, создавая потемкинские деревни на местах прежних автомобильных заводов, выдумывая себе автомобильную промышленность, заметая китайские следы, современной российской сборочной промышленности приходится придумывать импортные названия, чтобы новые бренды на старте получили важный бонус. Они должны казаться иномарками, ни в коем случае не быть отечественными. Китайский завод фирмы «Джак» из-за своего официального названия «Москвич» все никак не превратится в автомобиль, поскольку на старте имеет две родовые травмы. Это отечественный автомобиль, и это китайский автомобиль. Трудно сказать, что хуже, но «Москвич» все же отвращение вызывает сразу, Китай постепенно. Сборочный «Автотор», стиснув зубы, пытается дотянуться до пришествия Сангьонга. «Автотор» всегда был умелым партнером корейцев. Расторопно собирал из чужих машинокомплектов и деталей разные модели Kia, Hyundai, не говоря уже о сборке BMW, широкого модельного ряда General Motors. Но постепенно скатился до китайцев и сегодня беспросветно опозорен попытками собирать макеты китайских автомобилей в натуральную величину, непотребных настолько, что их презирают даже у себя в Китае. Сангьонг, возродившийся под брендом КГМ, обнадеживает перспективой вновь вернуть завод к иномаркам, во все времена очень востребованным на Руси. Чтобы не признаваться в китайских корнях, «Автотор» придумывает своим нынешним изделиям новые названия. Не очень освоив рунглиш, но старательно избегая русского языка, «Автотор» смастерил страшное имя «Обурвалг» для своих китайских электромобилей Jiangling. За прошлый год «Автотор» собрал 1100 оборвалгов модели А5 и не слишком успешно попытался пристроить их в такси и лизинг. Машина не хуже и не лучше прочих третьесортных китайцев, но имя уж слишком экзотическое, хотя на самом заводе его читают немного иначе, не Оборвалг, а Амбер Авто. И вот «Автотор» придумал следующее имя – Еапух. Это китайский электромобиль с запретом на езду по дорогам общего пользования, который попробуют сертифицировать по классу L7 как тяжелый квадроцикл. Если не получится, Еапух станет мотоколяской. Название немного резкое, но для пьющих людей содержит ощутимый смысл и заранее представляется менее загадочным и более понятным, главное, чуть более своим. После неудачника Оборвалга мотопротез Еапух не выглядит претендентом на успех и остается таким же странным развлечением, нужным только для того, чтобы продержаться до появления Сангьонга. Если корейцы пощадят, оставят плохое имя КГМ и узнаваемый логотип, «Автотор» получит надежду
производить вместо Китая полноценный заграничный автомобиль. В России населению запрещены пистолеты, но разрешены автоматы и пулеметы, без возможности ведения автоматического огня. И до недавнего разрешались ММГ, макеты массово-габаритные, то есть настоящее оружие, но оно не стреляет, а только пугает и производит впечатление. В 2013 году 2 завода в Коврове имени Дегтярева и в Вятских Полянах имени Молота начали выпуск охотничьего карабина ВПО-135, то есть выпустили в продажу пистолет-пулемет Шпагина, легендарный ППШ. На всякий случай в России все владельцы гражданского оружия считаются охотниками. Всем полагается охотничий билет, и любой автомат, пистолет-пулемет и пулемет считаются охотничьими. Самый смешной пример – охотничий пулемет Максима. Ну, тот самый, на станке, огромный, тяжеленный. Его лишили автоматического огня, перевели на одиночные выстрелы и продают по охотничьим магазинам. У ППШ заварили переводчик огня в одиночное положение, ограничили коробчатый магазин 10 патронами и провозгласили охотничьим карабином. Штатный патрон у ППШ пистолетный, от ТТ. Выложив на прилавке стороны ППШ в продажу, выпустили и патроны к нему от ТТ, после чего произошло удивительное. ППШ остались лежать на прилавках, а патроны тут же раскупили. Оказалось, что у населения на руках очень много нелегальных ТТ, и, ко всеобщей радости, власти позволили освежить патронные закрома. По статистике, в России около 5 миллионов единиц легального оружия и около 20 миллионов нелегального. С нынешней войны нелегального станет еще больше. ТТ остался со Второй мировой, котируется выше ПМ, ценится наравне с наганом, дорог населению, перепродается довольно редко. И вот теперь, когда страна обновила тайники свежими боеприпасами, подмосковная фирма «Евроком» разработала бронированный вариант автомобиля «Лада Ларгус» для инкассаторских служб. Класс защиты БР-2. Кузов защищен от обстрела из пистолета ТТ. БР-2 – это редкий стандарт для бронетехники, он в основном для бронежилетов. Прежде инкассаторы готовились к обстрелу из автомата Калашникова, что более логично. Тем более, что с нынешней войны в страну хлынул поток нелегальных АК, и ближайшие нападения будут в основном с Калашниковыми. Но Евроком получил разведданные из криминальных кругов, что в Подмосковье будут нападать с оружием, стреляющим патронами 7,62 на 25 от пистолета ТТ. Такого оружия в стране всего 2 вида – сам пистолет ТТ и ППШ. Кстати, патрон-то покупной, импортный. Токарев разработал свой пистолет под патрон Маузер. Поэтому теоретически третьим участником нападения на подмосковных инкассаторов может стать экзотический пистолет Маузер, памятный по фильмам про революционных матросов. Заранее зная, кто и с каким оружием станет нападать на Ларгусы, фирма Евроком вправе рассчитывать, что самые недалекие грабители возьмут на дело ТТ, талантливый ППШ. Хотя, казалось бы, наоборот. ТТ прячется в кармане, его не видно, ППШ не спрячешь, и любому Ларгусу все понятно заранее. Один и тот же патрон в разном оружии имеет неодинаковую начальную скорость полета пули. ППШ бьет сильнее. У ППШ начальная скорость полета пули 500 метров в секунду, у ТТ 420. ППШ эффективнее. Хотя от ППШ до АК один шаг, и раз Ларгус готов только к противостоянию с историческим оружием, на дело можно на пробу сходить с более современным АК, у которого начальная скорость полета пули в калибре 5,45 на 39 735 метров в секунду. Но в Еврокоме решили, что нападать на их бронеларгус с автоматом Калашникова никто не станет, и ждут только тех, кто с ТТ. У подмосковного бронеларгуса общий салон. Обычно в инкассаторских машинах экипаж прячется отдельно от денег. Здесь они едут все вместе. К услугам денег и инкассаторов кондиционер, что позволит кататься на удивительной машине, не перегревшись. Заниматься бронированием легковых машин – идея тупиковая. Этим баловались в давние времена, когда все вокруг были настолько нищие, что на приличную технику не было денег даже у банков. И приходилось пользоваться бронированными Volkswagen'ами Golf, Renault 4.
и защищали их от рогатки, от ножа, от дамских пистолетов 6,35 × 15. Но как только разбогатели, бронеавтомобилем инкассаторов стал большой джип или грузовик, атаковать которые надлежит армейским оружием больших калибров. Но в России экономическая ситуация такова, что приходится надевать бронежилет на Ларгус, в надежде, что на инкассаторов нападут с антикварным оружием. Китайский завод автомобильных подделок Chuncheon Auto Body расширил модельный ряд. Прежде они выпускали копии Toyota AE86 в кузове Труена, Toyota Land Cruiser FJ40, Land Rover Defender 90, первый Ford Bronco 68 года, Ford Escort MK2 купе. Затем добавили в производственную гамму Land Rover Defender 130 в кузове пикап, поскольку спрос на них не заканчивается. Даже у себя в Великобритании англичане никак не уймутся, и, несмотря на полное и безоговорочное прекращение производства Defender'ов в 2016 году, до сих пор выпускают их малыми партиями, обманывая себя и радуя покупателей. Каждый год Land Rover делает по 2-3 прощальные серии, и каждая из них лучше традиционных конвейерных. Китайцы, видя неистовство публики, охотно пошли навстречу пожеланиям ценителей Defender'ов и расширили свой модельный ряд контрафакта. А теперь завод подделок взялся за копирование Porsche 911, поколение 964, это 89-й модельный год. Изо всех 911 это наиболее классическое и востребованное поколение. К моменту своего дебюта, в 1989 году, модель уже научилась отлично ездить, привычно выглядеть и стала считаться безоговорочно классической. Китайцы добыли оригинал, разобрали, сняли размеры и принялись штамповать кузова. Вся продукция подделок выпускается в 3-й комплектации. Это готовые кузова, окрашенные в финальный цвет с навешанными капотом, багажником, дверями. Все остальное клиент добудет и установит сам, купив на соседней фабрике китайских подделок идеально подходящие стекла, оптику, салоны, проводку, подвеску, колеса. Проблема только с двигателями и коробками. Китай пока не построил завод по выпуску поддельных двигателей и коробок передач соответствующих эпох. Когда самим китайцам необходимо оживить подделку, они ставят более современные моторы и коробки, подходящие по размеру и посадочным точкам. Ездить на полагающихся оригинальных моторах неинтересно. Поскольку покупатель знает, что это подделка, машину он комплектует не для коллекции и попыток продать на аукционе под видом оригинала, а для покатушек. Toyota 86-я Tруена, заднеприводная. На ней модно дрифтовать, выступая на соревнованиях, где крушить исторический раритет жалко, а нового китайца в самый раз. И на Defender'ах ездит не в оперу, а на раллийную баху, прикладывая к пням и кувыркаясь по оврагам. Появившийся в модельной линейке Porsche 911 тоже покупают для конкретных подвигов на асфальте. Совсем скоро китайские Porsche появятся на тех же состязаниях, что и Труена, соревнуясь с ними в дрифте. Китайцы могли бы пойти дальше, расширить производство, продавать готовые машины, добавить отдел легализации, где к поддельным автомобилям делали бы поддельные документы. Но бизнес этого пока не требует, поскольку клиент ищет именно кузов, который будет допиливать сам, устанавливая каркас безопасности, систему пожаротушения, заваренный дифференциал непременного Акермана. Но, предъявляя 911-го, китайцы впервые немного отошли от собственных правил и на кузов установили переднюю оптику и эмблему, дав понять, что готовы внимательно выслушать пожелания клиентов, и если им все же захочется машину не в 3-й комплектации, а, например, в 1-й, они найдут, что предложить. В свободное от подделок кузовов в сборе время завод Chuncheon Auto Body делает розничную штамповку отдельных деталей для ремонта других немолодых автомобилей, не настолько старых, как подделки, но и не самых свежих. В их производственной гамме железо для американцев, немцев, французов, корейцев, итальянцев, шведов, англичан и даже для русских. Chuncheon Auto Body штампует передние крылья для Приоры по цене 2400 рублей за штуку. Заводу китайских автомобильных подделок 13 лет.
В 2014 году Джун Чен Аутободи получил международный сертификат системы качества ISO TS 16949. Завод гарантирует, что его подделки качественные. 22 года тому назад Европа разрешила себе признаки цивилизации и позволила странам вместо бумажного свидетельства о регистрации транспортных средств делать пластиковые карточки с чипом по размеру с права, и с кредитку. Это более разумная форма жизни и неплохое подспорье в хранении любых данных, не помещающихся на бумаге. Очень прогрессивно, вполне в духе всеобщей цифровизации. При советской власти права выглядели солидно, как и полагается удостоверению, были похожи на книжку, к ним прилагался талон предупреждений, вкладыш для проколов, фиксирующий нарушения. А документом на машину был еще более солидный техпаспорт. В нем было и про машину, и про хозяев, начиная от самого первого и заканчивая последним. По размеру права и техпаспорт были одинаковыми и удобно лежали в кармане гимнастерки. А до того документ на технику назывался более коряво. Технический паспорт авто-мотомашины выглядел ужасно, в 2 раза превосходил права по размеру, не помещаясь ни в какой карман и был рассчитан под офицерский планшет. В 1993 году в России захотелось не то Конституции, не то севрюжины с хреном, и МВД разделило техпаспорт на 2 разных документа – на синюю простыню ПТС и розовую карточку СТС. В ПТС, как наследника техпаспорта, продолжили вписывать имена, пароли, явки прежних владельцев. В СТС, свидетельство о регистрации, писали только про одного хозяина, немножко про его машину и обязательно прописку, чтобы любой новый русский знал, по какому адресу приезжать с паяльником. Стало нелогично, неудобно и опять разного размера, поскольку ультиматум 2000 года потребовал до 1 января поменять права старого советского образца на новые российские, ставшие по размеру с обычную кредитку. Права с тех пор по несколько раз менялись в лице и превратились в пестрый картон туркменского вида, зато ни ПТС, ни СТС не получили ни пластмассу, ни микрочип, перешагнув через цифровой формат сразу в электронный. Теперь на руках у нынешних водителей не всегда есть реальный документ, подтверждающий право собственности, а лишь ксерокопия. И надежда на планшет инспектора ГАИ. Получилось опять плохо. Единая Европа создана для удобства жизни и ленивого ничего не делания. В ЕС мало что происходит быстро, поскольку все требует согласований, совещаний, обсуждений и обязано тянуться десятилетиями. На замену национальных водительских удостоверений на права единого образца ЕС отведено 25 лет. А переход на чип-карту вместо бумажного ПТСа и вовсе на него нет никакого регламента. Есть только принятое в 2003 году решение, позволяющее единой Европе в дополнение к бумаге сделать пластмассу. Австрия до этого дозрела в 2011 году и делает карты с чипом. До Германии идея докатилась только в нынешнем году. Немцы в Европе одни из самых медленных и отстающих. Пресловутые финны гораздо резвее и стремительнее. А Германия с ее транспортным развалом, худшей в ЕС железной дорогой, бумажным документооборотом, показывает, что прочих проблем у страны так много совершенно неспроста. Немцы проспали свою Германию, автомобильную промышленность, разумные формы цифровой жизни. Единственное, в чем немцы все еще держат марку, в штрафах. Их много, они разные, с цинизмом и глупостями, и далеко не все из них могут объяснить сами немцы. Но вот кто-то в Германии включил компьютер, еще раз прочитал про директиву ЕС и внезапно озарился пониманием цифрового удобства современного автомобильного техпаспорта. И Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта, Федеральное управление по автотранспорту и Федеральная типография запускают пилотную фазу внедрения цифрового документа о регистрации транспортного средства. Поскольку идея слишком свежая, ей всего 22 года, немцы боятся ошибиться и напугать Германию. Поэтому 3 федеральных ведомства ищут добровольцев. Требуется 2500 отважных водителей, кто готов с риском для жизни и здоровья поездить полгода не только с бумажным ПТС,
но и с пластмассовым. К этим героям предъявляются специальные требования. Например, они должны уметь пользоваться смартфонами. После этого, по окончании изнурительного и опасного эксперимента, они должны заполнить анкету и подробно объяснить, что с ними происходило все это время. Если все закончится хорошо, без жертв, Германия ратифицирует древнее решение ЕС и в конце нынешнего года введет у себя пластиковый ПТС с чипом. Немцев предупреждают, поскольку страна отсталая, полиция недоразвитая, первое время после введения цифрового ПТС лучше возить с собой еще и старый бумажный документ, как символ провальной политики цифровизации Германии. Самый известный служебный транспорт, вызывающий всемирный интерес, у английской королевы, с недавних пор короля, двух президентов, русского и американского, у кого длиннее, ну и у папы римского. При смене королей и президентов принято, чтобы транспорт оставался старый. Первое время полагается ездить на прежнем, за исключением папы римского. У него профессиональная скромность, и ему не подобает новизна и мода, за исключением приступов экологической озабоченности. То есть папе всегда желательно немолодая машина, оставшаяся от предшественника. На днях случилась смена пользователя папомобилем, и новый Лев XIV получил в пользование служебный Гелендваген почившего Франциска. Папский гараж допускает только один цвет, всегда белый. Только один вариант номеров, 3 буквы SCV, витиеватые, многосложно обозначающие Ватикан. На нынешнем белом Гелендвагене прежний папа Франциск ездил в предпоследний день своей жизни, оставаясь при исполнении, даже вопреки возможностям, демонстрируя истинное служение. Гелендваген в гараже другого официального лица остается Мерседесом, непременно подтачивает имидж владельца, добавляя значимости и превосходства к любому портрету, за исключением папы. Только перед папой Гелендваген становится просто машиной, где его звонкое автомобильное имя перестает иметь значение и единственный раз демонстрирует смирение вопреки трехлучевой звезде. Несмотря на то, что история каждого папы подробно описана, а нынешний Ватикан и подавно разворачивался в нашем историческом отрезке, человечество упустило из виду начало папского гаража и сосредоточилось на нем только с первого заказного автомобиля, когда в 1965 году Павел VI явился перед паствой в самом роскошном европейском автомобиле Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet. Автомобиль получил несколько усовершенствований и по комплектации оказался святее Папы Римского и лучше любого другого заказного варианта. Машина получила подиум под единственное заднее пассажирское сиденье, позволившее прихожанам созерцать Павла VI, даже когда он ехал сидя. В те времена насильственная смерть руководителя Святого Престола не практиковалась, и автомобиль не требовал бронезащиты. В 1975 году наступила замена транспорта. Недопустимо роскошный «Мерседес» диссонировал с должностью. Папа остался прежний, Павел VI, а его официальным выездом стала Toyota Land Cruiser 40-й серии. Сороковка всегда крайне аскетична и в этом смысле занимаемой должности подходила отлично. Место для сидения у нее вовсе отсутствовало, и понтифик ездил стоя, опираясь на специальный высокий поручень. Именно с этого крузера все машины получили прозвище «Папа-мобиль». В 1981 году скромность Святого Престола усугубилась, и Toyota сменил беспросветный Fiat Campagnola. Все его спецоборудование перило, чтобы держаться во время движения. Попытка убийства папы римского Иоанна Павла II, осуществленная 13 мая 1981 года турецким террористом Али Акджой из группировки «Серые волки», произошла как раз во время следования в этом беззащитном автомобиле. Али Акджа стрелял из мощного пистолета Браунинг High Power, произвел 4 выстрела, дважды серьезно ранив Иоанна Павла II. Акджу отправили в тюрьму, Fiat Campagnola в музей. С этого момента Папа Римский стал особо охраняемой персоной, его автомобиль получил бронезащиту. В то время в мире бронировать транспорт лучше всех умели ЗИЛ и Мерседес. Но из-за досады, что покушение не дало результата, Брежнев не догадался подарить поляку Каролю Войтеле, так звали Иоанна Павла II, спецмашину из своего гаража.
и в несостоявшемся тендере выиграл «Мерседес», став главным Гелендвагеном на службе у понтифика. «Мерседес» изготовил свой броневик на шасси краткобазного Г-230. Автомобиль получил бронеаквариум, позволивший папе стоять в полный рост, быть видимым со всех сторон, оставаясь при этом защищенным. Подобное остекление очень сложная инженерная работа, поскольку огромная площадь бронестекол должна гарантировать безопасность, что крайне сложно. Если первая машина папского гаража, чрезвычайно пафосный «Мерседес 600» Пульман Ландоле, плохо соотносился со служением Господу, то переход на примитивные армейские внедорожники в простейшем исполнении ситуацию скорректировал и закрепил, исправив имидж. Следующим папомобилем должен был стать и вовсе антигуманный испанский Land Rover Santana. В миру этой машиной наказывают, в католицизме она бы выглядела техногенным аналогом аскезы. Сантану заковали в броню, стали ждать приезда папы в Испанию, чтобы подарить Святому Престолу. Но Сиат успел обойти соотечественника и смастерил для папы смешную Марбею, она же Фиат Панда, открытую пулям и ветрам, ну и, как прежние, все модели. Иоанн Павел II съездил на ней только один раз, чтобы уважить старательных производителей, после чего за гараж понтифика взялись англичане. Имея у себя самые престижные марки в мире – Rolls-Royce, Bentley, они тактично предложили Range Rover, трехдверный, белый, с полагающимся колпаком из бронестекла. Но самый неожиданный папомобиль они сделали на базе грузовика Leyland. Ни до, ни после таких кандидатов в папский гараж больше не было. На этом здоровенном Лейленде папа ездил по Зимбабве, Ботсване, Замбии в 88-89 годах. Легковой удлиненный автомобиль высшего класса вернулся в гараж в 99-м, когда Лянча выводила на рынок представительскую модель «Тезис» и решила, что лучший пиар – подарить новинку папе. Идея красивая, долгоиграющая. Каждый выезд привлекает внимание к бренду, покупателей к дилеру. И любая Лянча ведь всегда скромнее Мерседеса. Не все, что числилось в гараже Святого Престола и соответствовало статусу папы, становилось его служебным транспортом. В 2005-м Феррари подарила Иоанну Павлу II уникальную модель Энцо, исключительно для последующей перепродажи на аукционе, чтобы католическая церковь получила в свое распоряжение 1 000 000 евро на благотворительность. Феррари обещала сделать на всю планету только 399 экземпляров Энцо, но ради аукциона изготовила последний, 400-й автомобиль, с единственной отличительной деталью – неокрашенным задним спойлером из карбона. Один раз правило «папа новый, автомобиль старый» все же было нарушено. В 2005 году на Святой Престол взошел Бенедикт XVI, а в его гараж въехал Mercedes-Benz S-класс, тот самый 140-й Ландоле, поправ всякую скромность. В миру римский Бенедикт был немцем Йозефом Ратцингером и, достигнув вершины карьеры, поддержал отечественного производителя, взяв соответствующий достижениям автомобиль. Йозеф Ратцингер запомнился в роли папы Бенедикта не только 600-м Мерседесом, добровольной отставкой, но и экологической озабоченностью. Как полагается представителю Бога на земле, он взялся за дело, соответствующее его рангу и возможностям, и принялся исправлять климат на планете, для чего в 2021 году заполучил в гараж служебный электромобиль Renault Kangoo Maxi ZE. Со своими обязанностями не справились оба, переоценив собственные возможности, и сначала от дел удалилась электричка, а вскоре и ее главный пассажир. Когда предпоследний папа Франциск был священником Хорхе Марио Бергольо в родной Аргентине, он ездил на простейшем Renault 4. Став папой, он возобновил эту практику и вместо того, чтобы ездить в броне, поехал по Ватикану и окрестностям на таком же Renault, озадачив охрану. Когда он в 2015-м отправился с визитом на Филиппины, местное католичество решило обрадовать понтифика незатейливым подарком и преподнесло предмет местного обихода джипни. Это традиционное транспортное средство Филиппин, старательно переделанное из американского джипа CJ5. Машина вычурная, как пагода, странная везде, кроме Филиппин, но заранее дешевая и потому уместная. Папа Франциск демонстративно ничего не боялся, скромным был искренне. Поэтому для визита в Америку взял Fiat 500L,
озадачив Обаму. И в дальнейших поездках по миру использовал наиболее сдержанные автомобили, сглаживающие неловкость от папского величия и всеобщего поклонения. За 12 лет служения Франциск ездил на папомобилях в специальном исполнении, но без бронезащиты и сделанных на основе максимально непритязательных моделей. Визит на Кубу в 2015 году прошел на Peugeot 206+. В 2018 году по Чили папа ездил на Toyota Hilux. Пафосная экзотика с претензией на роскошь подкралась к скромному папе только в Индонезии, где существует своя автомобильная промышленность, озабоченная производством спецмашин для президента и его свиты. Поэтому понтифик угодил в Пиндат Маунг МВ-3 Тангух и был вынужден терпеть азиатский люкс. Самый необычный автомобиль за всю историю Ватиканского гаража тоже выпал на период управления Святым Престолом Папой Франциском – водородная Toyota Mirai. Она одинаково удивляет простых смертных, святых, высокопоставленных тружеников конфессий. Только что назначенный Лев – американец. Если в его гараже случатся изменения, мы получим достоверную подсказку о том, что он за человек. В преддверии войны с Наполеоном император Александр I в 1810 году повелел построить на Западной Двине крепость. В Латвии Западная Двина называется Даугава. Крепость и обозначенный ею город под каждую эпоху меняли названия – Динабург, Двинск, Даугавпилс. Сегодня город окончательно вернул себе название Даугавпилс, а крепость остается все еще то Даугавпилская, то Динабургская. После исхода из Латвии советской власти крепость получила заботу ЕС, кандидатский статус всемирного наследия ЮНЕСКО, частично отреставрирована и по факту является городским микрорайоном за крепостной стеной с жилыми домами разного возраста, стиля, состояния, музеями, выставочной активностью. Динабургская крепость огромная, она состояла не только из центральной цитадели, но и 7 фортов, окруженных рвами, насыпями, укреплениями. Автор проекта, инженер-полковник Егор Федорович Геккель, опередил время и предложил построить не одну точку обороны, а обширный рубеж с развитым сообщением, возможностями маневра и контратак. По сути, идея Геккеля – прообраз укрепрайона, на следующем витке фортификационной эволюции, пришедшего на смену крепостям. У всякого изобретения кто-то должен быть первым. Геккель как раз стал первым, кто развил идею оборонительных сооружений до масштабов укрепрайона. 2 года тому назад в инженерном арсенале открылся Даугавпилский центр техники и промышленного дизайна с большой музейной экспозицией. На днях торжественно отмечает 2-летие. Этот музей техники устроил день открытых дверей, собрав детей, мам, дедушек, специалистов, коллекционеров, посетителей. На плацу между корпусами инженерного арсенала, помимо суеты детских машинок, аттракционов, устоявшихся экспонатов, в дальнем углу сверкали предметы современного искусства из запасников музея. На солнце они выглядят эффектнее. Ferrari 250. В этой машине пининфорины больше, чем Ferrari. Она столь узнаваема в первую очередь благодаря работе кузовного ателье, а уже потом благодаря технике. Дело в том, что индекс 250 не означает именно эту машину. 250 – объем одного цилиндра. Система индексации моделей в те времена у Ferrari содержала только одну подсказку – объем камеры сгорания одного цилиндра. Поэтому все, что фирма выпускала в 50-е, 60-е, 70-е годы с этим мотором, получило один и тот же индекс, обозначая весьма разные машины с очень разным предназначением и судьбой в диапазоне от гоночных и спортивных и заканчивая дорожными. И если автомобиль несет имя своего главного конструктора Энцо Феррари, то потрясающий мотор тоже вошел в историю под именем своего создателя Джоакино Коломбо. Это V12. Объемом 3 литра, с развалом в 60 градусов, 3 карбюраторами Weber мощностью 280 лошадиных сил, что не считалось лучшим в мире показателем, но он был самым легким среди V12. Машин с двигателем Коломбо очень много,
и они не похожи друг на друга, поэтому для обозначения данной модели необходимо заклинание из 3 волшебных слов «Феррари», «Коломбо», «Пининфарина». По этим подсказкам угадывается вот такая красота во всем блеске реставрационного великолепия, выставленная на плацу инженерного арсенала. Привлекательность любых работ по восстановлению Феррари еще и в том, что каждая машина непременно коллекционная. Ее всегда хотят, поэтому любые затраты окупаются. Латвийская ССР была высокоразвитой промышленной республикой, имела свою автомобильную промышленность, и весь Советский Союз ездил на маршрутках РАФ. Эту ностальгическую машину помнят и любят до сих пор. В инженерном арсенале их собрана целая коллекция. Первый этаж музея техники заняли советские автомобили, о которых мечтали всей страной, стояли за ними в пожизненной очереди, смотрели про них «Берегись автомобиля» и ни в коем случае не забыли теперь. Бесплатными для советского человека были только инвалидки. За остальную технику приходилось платить, собирая всю жизнь, либо, когда внезапно приходило почтовое уведомление, срочно собрав деньги по родственникам. Экспозиция логично разворачивается, исходя из цены. О москвичах мечтали сильнее, чем о запорожцах. 407-й, как и 403-й, вместе с 402-м, отличить которые умеют только специалисты, оставались долгоиграющими. И когда страна перешла на мечты о 408-м, 412-м москвичах, прежний модельный ряд оставался в строю, доставшись потомкам, став пособием по изучению техники, получению первых слесарных навыков и тренажером по обучению езде. 412-й на этом фоне выглядел совершенством. Но померк сразу, как только появились «Жигули». «Жигули» быстро прекратили споры и стали главной мечтой советского человека. Первое время их подозревали в неверности идеалам и пытались упрекать за несъемные передние крылья и пружинную подвеску без привычных задних рессор. Но «Жигули» умело сохранили иномарочность, показали людям совсем новый уровень владения техникой, и вместе с быстрой ездой, теплой печкой, легкой жизнью публика внезапно получила автосервис, про который не догадывалась и не мечтала. «Жигули» первыми в СССР показали, что можно не быть слесарем, не уметь чинить и все равно выжить и даже ездить. «Жигули», «Лады», «Спутники» были досягаемой мечтой. Мечтой недосягаемой оставалась «Волга». Она никогда не была приличным автомобилем и всегда отставала на 1-2 поколения, оставаясь позавчерашним днем. Но в Советском Союзе занимала высшую лигу. Ее хотели не потому, что она тоже умела ездить, а потому что «Волга» значила сразу все – карьеру, достаток, статус. И у советского человека никогда не укладывалась в голове ее роль такси. Как можно на столь престижной машине бомбить у вокзалов, собирать с тротуаров, торговать по ночам водкой вопреки всеобщему уважению и вожделению? Пожарная машина интересна мальчикам любого возраста. УАЗ-69 с невиданным насосом НШН-600, насос шестеренчатый пожарный, чугунный, весит 30 килограмм, никогда не ломается, работает от храповика коленвала, проще говоря, соединяется куском лома через отверстие для кривого стартера. Пожарный ГАЗ-51 служил в провинции. Он полагался маленьким населенным пунктам, колхозам, деревням. Полноприводный ГАЗ-63. Машина во все времена редкая, в пожарном исполнении подавно, в музеях почти не встречается.
автомобильной экспозиции первого этажа инженерный арсенал дает возможность вспомнить себе чувства прежней жизни, рассказать о них детям, внукам, осознавая, насколько сложными и неправдоподобными были ориентиры советских людей. Часть экспозиции на первом этаже не про автомобили, про промышленность советской Латвии, выпускавшей телефонные аппараты. Они были самыми красивыми в стране и котировались наравне с ГДРовскими. Чтобы получить в квартиру телефон ВЭФ, приходилось интриговать и давать 3 рубля сверху. Но, конечно же, самым важным для страны стал символ хрущевской оттепели радиоприемник «Спидола». По нему слушали «Маяк». Символом брежневского застоя стал рижский радиоприемник ВЭФ, благодаря которому слушали «Голос Америки». Но фирма ВЭФ во всем остальном мире известна в первую очередь фотоаппаратом «Минокс». Его в 1935 году изобрел рижанин Вальтер Цап. В 1937 производство было развернуто на фабрике ВЭФ, и мир получил главный шпионский фотоаппарат десятилетий, хотя изначально шпионским он не был, а лишь маленьким и удобным. Чтобы автомобиль научился ездить, поначалу люди долго учились крутить гайки, а до того упражнялись в точности замыслов, пытаясь подковать лошадь. Но в самом начале осваивали работу по дереву, о чем наглядно и содержательно сообщает инженерный арсенал. Сокровища общемирового масштаба хранятся на 2-м этаже арсенала. Когда Николаус Отто изобрел 4-тактный двигатель, он не предполагал ставить его на автомобили, поскольку никаких автомобилей тогда еще не существовало. Двигатель Отто был стационарным и работал на газу. Его задачей было приводить в действие станки и сельхозинвентарь. Николаус Отто, получив патент на изобретение, организовал фирму по выпуску своих двигателей, известную в наши дни как Deutz. В экспозиции арсенала 2 двигателя Отто производства фирмы Deutz. Мы не привыкли к большому «Фиату» под индексом 520. В 1921 году фирма сделала свой первый представительский автомобиль и от восхищения сама назвала его «Супер-Фиат». Он был больше и мощнее этого. «Супер-Фиат» выпускали пару лет. Затем под его именем создали машинку чуть меньше и не настолько супер, но по-прежнему непривычно большую и все еще представительскую. Двигатель рядная шестерка, объемом 2,2 литра, мощностью 46 лошадиных сил. Для Италии автомобиль стал первым с рулем с правильной стороны, слева. Смотрелся он великолепно. Ездил очень быстро, 90 км в час. Aston Martin Sport Tourer 1939 года. Во-первых, это красиво. Во-вторых, машина поставлена над зеркалом. Мы про людей употребляем термин «внутренняя красота» и не настаиваем на уточнениях, подразумевая немного разное. Работники инженерного арсенала позволили посетителям увидеть в зеркальном отражении одну из возможных версий внутренней красоты. Шикарно его поставили на это, да, чтобы отражалось платье. Они сегодня первый день находятся, да? У них еще красочкой пахнет. Десота корпорации Chrysler, модель К 1931 года, 6-цилиндровым рядным двигателем объемом 3,2 литра. Первый Chrysler с гидравлическими тормозами. Серия К была стартовой. Это самая первая модель бренда Десота, придуманного Уолтером Крайслером для конкуренции в среднем ценовом сегменте. Этот Десота был куплен первым владельцем в довоенной Риге. Тот период в наших учебниках называл страну буржуазной Латвией. Спасая машину от советской власти, владелец спрятал ее у себя в доме, замуровав вход. Обнаружили автомобиль случайно в 60-х годах во время строительных работ. В заперти он простоял 32 года. Теперь стоит на людях. В сиятельный экспонат этот Нэш 1920 года превратится через пару лет. Сейчас лишь очевидно его нездоровье, но перспектива утешает. В нынешних руках он оживет и поедет, но пока лишь обнадеживает.
Фирму имени себя Чарльз Нэш придумал в 1916 году после того, как покинул кресло руководителя General Motors. Этот экспонат, один из ранних, именно с таких машин начинался великий Нэш. На празднование своего 2-го года инженерный арсенал не только распахнул двери со скидкой за билеты, организовал катание детей, предложил блины, но и обозначил отношение к живописи. Внутри залов вместе с автомобилями выставлены полотна современных художников. На улице творчество развернуто в самом наглядном виде, в процессе создания. Аэрограф – инструмент сложный, но в опытных руках умеет смягчить образ. Слон, благодаря аэрографии, получается дружелюбным. А вот чужой по мотивам фильма Ридли Скотта, в зависимости от живописца. Чужого придумал мрачный швейцарский художник Ханс Гейгер. Существует музей Гейгера, пережить который могут не все. А здесь чужой получился не страшный, и пережить его вполне по силам. А люди не готовы всегда к новому. Они привыкли жить по-наезженному. Поэтому у художников нелегкая судьба, но интересно. Вопросы, ответы, реплики. Виталий Немировский. Нельзя ставить телегу впереди лошади. Сначала сделайте приемлемые гражданские автомобили, а потом за спорт беритесь, иначе это только смех вызывает. Приемлемые гражданские автомобили не должны разваливаться и обязаны обладать надежностью. Чтобы обеспечить ресурс, требуется проверить выносливость. Самый быстрый и очень наглядный способ – автоспорт. Для вас автоспорт – это обливание шампанским на подиуме и слишком красивые машины, которые не по карману. На самом деле автоспорт – это проверка идей и конструкций, после которой технологии и решения переносятся в производство, и вы получаете приемлемые гражданские автомобили. Фоганера. Если линейка Subaru для американцев, то не в дюймах, а в инчах. Вы проявили неосведомленность. Японцы в Subaru считают, что для американцев их линейка в футах. Американский дистрибьютор считает, что для Америки эта линейка в футах. Вы проявили глупость. На сегодня все. До свидания.